Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, и сегодня я буду делать настенное панно с цветами. Кому-то эти цветы будут больше похожи на маки, кому-то на анемоны, но главное, что с цветами. Итак, давайте приступать. Для начала я обвожу тарелочку нужного диаметра и вырезаю круг из картона. А далее мне понадобятся яичные лотки. Режу их на прямоугольные полоски, затем измельчаю их на маленькие кирпичики, уголочки обрезаю, превращаю в такие маленькие овальные кусочки. И нарезаю их побольше с запасом. А затем этими маленькими овальными кирпичиками я буду обклеивать свой картонный круг, имитируя такую каменную стену или кирпичную кладку. Приклеиваю все на термоклей. Так очень быстро и просто. После приклеивания обрезаю все торчащие кусочки, чтобы ничего не мешало, чтобы все было ровненько. А затем наливаю в мисочку клей ПВА и добавляю немного воды. Хорошенько вымешиваю и буду приклеивать сверху на этот круг салфетку, чтобы все аккуратненько зафиксировать и соединить в единое целое. Салфеточка тоненькая, так что весь рельеф, кирпичики будут прекрасно видны, но после высыхания это станет цельной конструкцией. С обратной стороны также обклею салфетками, только уже кусочками. После приклеивания салфеток все хорошенько просушиваем, а затем я беру белую акриловую краску и добавляю в нее капельку синего колера. Получается нежно-голубой такой небесный цвет. И этим цветом я покрываю свое будущее панно в 2 слоя, чтобы не осталось никаких просветов. А далее просушиваем и уже будем приступать к лепке. Для этого я беру любую массу для лепки, у меня здесь 2 массы, одна остатки на основе полимерного клея, вторая на основе рисовой муки. Ссылочки я оставлю под видео, любой холодный фарфор можете взять. Итак, я окрасила кусочек в розовый цвет, кусочек в нежно-зеленый. И далее приступаю уже к созданию цветов. Катаю достаточно крупный шарик в руке и стеком рисую прожилки на нем. С интервалом такие полосочки. Это будет маковая коробочка. Затем маленькую плоскую лепешечку, делаю углубление и рисую лучики по кругу. И вот эту лепешечку с лучиками я приклеиваю на клей ПВА сверху на вот этот маленький зеленый полосатый арбузик. И таким образом я имитирую маковую коробочку. Приклеиваю все детали на клей ПВА. Делаю таких коробочки 2. Далее буду делать ножки и листики. Ну, а цветочки уже сделаю попозже. Итак, приклеиваю вторую. Здесь я уже чуть-чуть иначе сделала. Приклеила сначала вот эту коробочку, а затем сверху вот эту лепешечку. Можно делать в любой последовательности, это не столь важно. Для листика я беру кусочек зеленого теста и делаю плоский овал. Самое главное в маковых листочках это такие резные зубчики красивые. И вот эти зубчики я как раз буду делать обратной стороной стека, которая менее острая. Потому что мне важно не просто прорезать, а как бы вдавить массу, вдавить вот это тесто для лепки, чтобы получились такие явно видные зубчики, а не прорези. Делаем их, я дважды могу пройтись по листику, тогда они будут более отчетливые. Посередине стеком делаю острой стороной центральную прожилку и, конечно же, рисую боковые прожилочки, и получается вот такой резной удлиненный листик. Сделаю сразу несколько листочков, не старайтесь делать их одинаковые, они должны быть разного размера, тогда это смотрится более естественно, как и в природе, не бывает ничего одинакового. Второй листик у меня совсем маленький, те, которые внизу листики будут располагаться, я сделаю их немного попозже, они будут, пожалуй, самые крупные. И это интересно смотрится, когда все детали разные. Для ножек я просто катаю жгутик теста в ладонях и укладываю его на клей ПВА, а затем уже к ножке приклеиваю листочки в том положении, в котором мне нравится. Не старайтесь опять-таки приклеивать листочки полностью на плоскость, приклеивайте их по-разному. Один приклейте полностью, второй положите полубоком, чтобы он красиво изгибался над ножкой. И так формируйте уже маковый цветочек.
Кстати, если у вас есть подходящие по форме молды для листиков, то можно вполне пользоваться молдами. У меня, кстати, они есть. И есть листик очень подходящий для цветка мака, но сегодня мне захотелось их слепить самой. И показать вам, что это достаточно просто и несложно, и вполне можно обойтись без молдов, если у вас их нет. Ну вот, веточка пока достаточно этой, а я буду приступать к цветам. Для этого беру достаточно крупный кусочек розовой массы и леплю в руках такую плоскую лепешечку. С одной стороны краешки этой лепешечки делаю более тонкими, нежными, изящными, а у основания лепесток должен быть гораздо толще. Тогда, когда вы его посадите на плоскость, он не будет падать и заваливаться в стороны. Поэтому основание делаем утолщенным, а верх лепесточка тонким и изящным. Лепим в произвольной форме, лепестки не должны быть также абсолютно одинаковые. Пусть будет один больше, другой меньше, это не принципиально. И вот на это утолщенное основание на клей ПВА я усаживаю каждый лепесток. Вот видите, я показываю, что у меня основание толстое, а верх лепесточка тоненький. Также стеком я рисую полосочки, потому что лепесток мака, он обычно такой имеет полосочки едва видные, такие рифленые. И вот эту структуру я пытаюсь передать. Можно обойтись и без этого, но с полосочками, на мой взгляд, смотрится интереснее. Укладываю я с легким нахлестом друг на друга. То есть один лепесточек должен слегка наслаиваться на другой, не просто рядом, а наслаиваться. По кругу я хочу посадить 4 лепестка. Это и будет полный ряд. Можно сделать один ряд лепестков. Вы можете сделать вот такой цветочек, если вам так нравится. Один ряд и серединку. Можно добавить еще лепесточки. Если вы будете добавлять, как я вот все-таки еще добавлю потом, то их надо делать меньше, второй ряд лепестков. А в серединку я сажаю вот такую толстую бледно-розовую лепешку. Толщина этой лепешки где-то миллиметра 4. И затем острым стеком делаю много-много точечек. Это у меня будет такая серединка. Можно оставить вот так. В один ряд этот цветочек тоже достаточно интересно смотрится. Но я сделаю лепесточки более мелкого размера и посажу их уже вовнутрь, примыкая к серединке. Сделаю второй ряд. Пока ничего не высохло, очень удобно все поправлять. Если вдруг что-то не нравится, вы можете изогнуть лепесток, как бы вам хотелось. Спешите это сделать, пока масса не застыла. Еще, если вы будете делать второй ряд лепестков, как и я, то делать толстое основание у лепестков уже не нужно, так как там уже у вас есть масса для лепки, и вы будете встраивать этот лепесток уже в готовый цветочек. Вы просто делаете его меньшего размера, обычный тонкий лепесток. И с помощью стека усаживаете его в серединку. Я приступаю тем временем ко второму цветку. Здесь я сразу в центр вклеила серединку и вокруг нее уже начинаю приклеивать лепестки. Во втором цветочке я сделала еще больше зазор между лепестками, то есть наслаиваются они у меня здесь еще более густо. А все остальное в принципе также. Добавлю еще других лепесточков, чтобы цветок стал более пышным. В общем, двигаюсь дальше. Два цветочка у меня полностью готовы. Еще я хочу сделать один бутончик. Для этого беру небольшой кусочек розовой массы и катаю в руке такую среднего размера капельку. А затем беру кусочек зеленого теста и делаю такую плоскую капельку, плоскую. И этой плоской капелькой я огибаю вот этот розовый бутончик. Не полностью, он должен быть закрыт зеленой массой максимум на 1-2 трети. Верх должен быть виден, что это бутон зелененький, только снизу. И вот такой бутончик получается. Приклеиваю также на клей ПВА, добавляю ножки. Уже теперь формирую полностью такой букетик, чтобы все ножки сходились в единое целое. Добавлю еще несколько листиков, чтобы масса стала более зеленой и букетик был более пышным.
В общем, добавляю оставшиеся детали. Как я и говорила, сделала еще 2 крупных листика, располагаю их на своем панно, добавляю оставшиеся недостающие веточки, и на этом, пожалуй, все. Как вы видите, материалы в моем панно абсолютно простые, сделать его также легко и просто. Вот такое панно у меня получается. Но я не сделала петельку. Для этого я беру кусочек шпагата, склеиваю его в виде петельки термоклеем. Уже эту готовую петельку также на термоклей с обратной стороны приклеиваю по центру. Вот и все. Прятать ее я не буду, смотрится она достаточно аккуратно. После высыхания массы для лепки, готовые уже высохшие цветочки, краешки всех лепестков я тонирую белой акриловой краской, высветляю их слегка. Также чуть-чуть, буквально немножко пройдусь по листикам, а также бутон и маковые коробочки слегка припудрю белой краской. Вот и все. Оставляем просохнуть. Далее беру самую тонкую кисточку, которая у меня есть, и начинаю рисовать реснички по кругу, где идет соединение лепестка и серединки. Эта кисточка, она тоньше ручки, буквально как ниточка. И я рисую мелкие-мелкие реснички по кругу темно-фиолетовой краской. Теперь уже это становится больше похоже даже не на маки, а, наверное, на анимоны. Может, они вам напомнят еще какие-то цветы, но это уже не столь важно. Главное, что это цветы, а цветы я люблю. И, конечно же, после высыхания не забудьте покрыть работу акриловым лаком. И на этом, пожалуй, все. Вот такое настенное панно с цветами у меня сегодня получилось. Надеюсь, вам пригодится мой мастер-класс. Огромное спасибо всем за подписку, лайки и комментарии. А сейчас я с вами прощаюсь. Здоровья, добра и благополучия. И, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!